Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать чепчик с ушками из пряжи Alize Puffy Fine. Это пряжа с маленькими петельками, и нам понадобится один моток пряжи. Вязала я на обхват головы 54-58 сантиметров, поэтому размер получился достаточно универсальным. Также из дополнительного нужны будут маркеры. Их можно заменить нитью другого цвета и желательно иголка, но я покажу, как справиться без нее. Ну и, конечно, ножницы. И сразу хочу оговориться, что этот чепчик не совсем простой. Как видите, здесь много различных элементов. Я постаралась максимально все подробно и по несколько раз показать, но если вы впервые купили такую пряжу, советую чуть-чуть потренироваться, чтобы не испортить пряжу и получить удовольствие от процесса создания такого чепчика. Ну что ж, давайте приступим. Теперь берем нить и у первых двух петель обрезаем серединки. Далее нам нужно набрать длинную цепочку, и для этого мы берем первую петлю и из нее вытягиваем вторую. Вот таким образом. Набрали первую петлю. Теперь из этой петли вытягиваем следующую. Набрали 2 петли. Из этой следующую. 3. 4. 5. Будет получаться вот такая косичка. 6. Обязательно считаем. 7. 10. И так продолжаем, пока не наберем 58. Должна получиться длинная цепочка 80 сантиметров. И теперь вот здесь в конце обрезаем также. Можно одну, можно 2 петли. Обрезаем. Здесь тоже обрезаем серединку. Далее нам понадобится несколько маркеров. 2 штуки. И распределим эти петли мы таким образом. Отсчитываем 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На 12 ставлю маркер. Вы можете воспользоваться нитью другого цвета. И с другой стороны также отсчитываю 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На 12 ставлю маркер. Вот здесь посередине от одного маркера и до второго должно получиться 36 петель. Теперь берем опять пряжу. У первых 2 петель обрезаем серединки. И также хочу заметить, что лицевая сторона у нас выглядит как косичка, а с изнаночной стороны вот такие перемычки. И теперь, где красный маркер, сюда начинаем заводить нашу нить от клубка. Берем косичку и подхватываем, вот у нас стенка от нашей петли. И мы вытягиваем одну петлю от клубка. Далее следующая петля. Подхватываем стенку и вытягиваем петлю от клубка. Находим следующую петлю, подхватываем только вот эту стенку и как бы из серединки достаем петлю от клубка. Следующая. Подтягиваем. Следующая.
из серединки достаем. Из каждой петли вот такой достаем по одной петле от клубка и продолжаем до желтого маркера. И последнюю петлю заводим там, где у нас маркер. Все, мы с вами завершили первый ряд. И теперь поворачиваем вязание, чтобы наш желтый маркер был не с правой стороны, а с левой. И вот эта часть у нас сейчас получается на нашей лицевой стороне. Приступаем ко второму ряду, будем вязать слева направо. Находим первую петлю от нашего ряда, вот она у нас. И, получается, поворачиваем нить от мотка. И из этой петли вытягиваем петлю от мотка. Вот она у нас идет. Берем первую петельку и из нее вытягиваем петлю от клубка. Далее находим вторую петлю и вторую петлю от клубка. Вытягиваем. Находим третью петлю и из этой петли вытягиваем петлю от клубка. Продолжаем так по всем петлям. Довязываю ряд. Все, второй ряд завершили. Теперь будем вязать наоборот справа налево. Находим первую петлю ряда. Вот она у нас. И из нее вытягиваем первую петлю от клубка. Далее вторая. Третья. Из каждой петли сейчас вытягиваем по одной петле. Все петли подтягиваем, чтобы натяжение было одинаковым. Вяжем опять до последней петли. Третий ряд завершили, приступаем к четвертому. С первой петли втягиваем петлю от клубка. И опять двигаемся в другую сторону, слева направо, до конца всех петель. Приступаем к пятому ряду. До конца провязываем. Теперь вот эти маркеры снимаем. Мы с вами довязали до того момента, когда нужно начинать делать ушки. И для этого сейчас расставим маркеры. От одного края отсчитываем 12 петель. 11, 12 и на 13 петле ставим маркер. С другой стороны делаем то же самое. Отсчитываем 12 петель. 11, 12 и на 13 ставим маркер. В этих местах будут располагаться ушки. Мы с вами находимся слева. Вяжем до того момента, пока перед маркером не останется одна петля. То есть только вот эту часть. Вот так должно быть маркер, и перед ним остается одна петля. Из этой петли мы сделаем прибавку, то есть нам нужно сейчас сразу вытянуть из этой петли
2 петли от клубка. Берем 2 и вытягиваем. То есть делаем прибавку. Дальше из этой петли достаем 1 петлю. Но из следующей петли, то есть из петли после маркера, также достаем 2 петли, то есть делаем прибавку. Берем первую и вторую и заводим обе петли. Теперь вяжем центральную часть опять до 1 петли перед маркером. Одна петля остается перед маркером. Из нее мы достаем 2 петли от клубка, то есть делаем прибавление. Теперь из следующей, то есть из петли, где у нас маркер, достаем 1 петлю от клубка. А из петли после маркера также достаем 2 петли от клубка, то есть делаем прибавку. Первая, вторая. И довязываем ряд. Таких рядов нам нужно будет сделать 4. Первый мы с вами уже провязали. И приступаем ко второму ряду с прибавлениями. Опять вяжем до момента, когда перед маркером останется 1 петля. Вот так сейчас выглядит. Вот у нас центральная петля перед этой петлей и после делаем прибавку. То есть из вот этой петли сейчас достаем 1 петельку. А из вот этой, так как она перед маркером, достаем 2, то есть делаем прибавку. Теперь из центральной достаем 1 петлю. А из следующей прибавку делаем, то есть достаем 2 петли от клубка. Дальше вяжем опять до петли, где нужно будет провязать прибавку, то есть 1 петля до маркера должна остаться. Довязываем. Из вот этой петли, она перед маркером, достаем 2 петли от клубка. Получаем прибавку. Дальше 1 петлю. А из следующей также достаем 2, делаем прибавку. Остальные петли довязываем как обычно. Приступаем к третьему ряду с прибавлениями. Опять вяжем до вот этой петли, то есть которая у нас перед маркером. Вот она у нас центральная петля, поэтому до нее делаем прибавку. 2 петли достаем из одной. Дальше центральную провязываем. И из следующей достаем 2 петли. Центральная, перед ней делаем прибавку. Провязываем саму центральную петлю. И после нее прибавку достаем 2 петли.
и довязываю петли до конца ряда. Такой ряд, то есть такими же прибавлениями, все как мы с вами делали, провязываем еще один самостоятельно. Перед и после маркера делаем по прибавке. И сейчас у нас с вами провязали ряд, нить находится с левой стороны. Сейчас будет самый, наверное, сложный момент, поэтому будьте внимательны. И сейчас мы опять довязываем до вот этой петли, то есть до одной петли перед маркером. В моем случае получается 15 петель. Что делаем дальше? Мы будем с вами делать убавление. Причем убавлять будем 3 петли. То есть из 3 петель мы вытянем только одну петлю от клубка. И сейчас захватываем вот эту центральную петлю на палец. Дальше боковую, также на палец. И недовязанную перед центральной. То есть на пальце должно оказаться 3 петли. Центральная петля с одного края и с другого. И из этих 3 петель мы вытягиваем петлю от клубка. Вытянули. Теперь вот у нас идет нить от клубка. Мы заводим на палец центральную петлю, петлю с правого края, петлю с левого края. Опять на пальце должно остаться 3 петли. И вытягиваем петлю от клубка. Вот она у нас идет. Одну. Хорошенько подтягиваем. Такое действие нужно повторить 4 раза. 2 раза мы уже с вами сделали. Теперь опять центральная. Правая петля. То есть именно по полотну правую петлю мы с вами берем. И левая. Вот она у нас. Находим ближайшую петлю от клубка. И вытягиваем. Эту же петлю надеваем на палец. Захватываем правую петлю от полотна. Левую. На пальце 3 петли. И мы подхватываем петлю от клубка. Таким образом у нас получается ушко. Теперь вяжем по вот этой части, также не доходя одну петлю до вот этой центральной. Вот это наша центральная петля. Из следующей петли полотна вытягиваем петлю от клубка. И так продолжаем. Перед центральной одна петля не провязана. Вот у нас она центральная. Мы заводим палец в центральную петлю, в правую петлю от полотна, в левую не провязанную. И теперь вытягиваем петлю от клубка. Заводим обратно в нее палец в центральную, в правую, в левую петлю от полотна. И теперь вот она у нас, ближайшая петля от клубка. Протягиваем ее через все 3 петли. Центральную, правую, левую и вытягиваем. И повторяем такое действие еще один раз. Центральная, правая от полотна, левая и петлю от клубка. Дальше будем идти и провязывать до конца ряда. Вот у нас следующая не провязанная петля. Мы в нее заводим петлю от клубка и довязываем ряд.
Ушки закончили, и теперь будем провязывать затылочную часть. Для этого в этих местах будем делать убавление. Сейчас снимаю маркер, смотрю, где у нас находится центральная петля, и отслеживаю ее по рядам. Вот она у нас, центральная петля, на нее переношу маркер, чуть-чуть смещаю. И то же самое делаю со вторым ухом. Смотрю, вот у нас центральная петля. И вот она. Здесь, в принципе, ее и так хорошо видно. Ставим маркер. После чего сейчас начнем провязывать справа налево. И до маркера не довязываем одну петлю. Осталась одна петля от полотна. И теперь мы берем центральную. Надеваем ее на палец. И ту, которую оставляли. То есть мы сейчас делаем убавку. После чего берем петлю от клубка и вытягиваем из этих двух петель одну петлю. Дальше, чтобы вот здесь у нас не получился большой разрыв, мы продолжаем вязать ряд. Но смотрите, у нас здесь большое расстояние. Мы берем петлю от полотна и вот здесь нить у нас подхватываем, заводим палец и вытягиваем петлю от клубка. Чтобы у нас здесь дырочка была меньше, иначе очень большая получится. Все, дальше продолжаем до маркера следующего. До желтого маркера провязываем. Дошли до центральной петли, та, которая с маркером. Я его переместила на ряд ниже. Теперь берем вот эту петлю на палец. И следующую петлю от полотна, вот она у нас. Также надеваем ее на палец. Делаем убавку, достаем петлю от клубка из этих двух петель. Все. Теперь приступаем к следующему ряду. Мы не продолжаем сюда вязать, а идем в обратную сторону. Мы сейчас будем провязывать только вот эту часть и при этом делать убавку в начале и в конце ряда. Второй ряд начинаем. Мы первую петлю пропускаем, вот она у нас центральная. Мы ее пропускаем, не с нее начинаем вязать, а со следующей. Вытягиваем. И продолжаем так до центральной петли, где красный маркер. Дошла до этой петли, подхватываем ее, заводим на палец. И следующую петлю от полотна также на палец. Из этих двух петель нам надо вытянуть петлю от клубка, вот эту. Все, таким образом мы с вами сделали убавку. Теперь пропускаем эту петлю, ее не провязываем и начиная со следующей вяжем. Вяжем опять уже до желтого маркера. Вот у нас центральная петля, где желтый маркер. Заводим ее на палец. Следующую петлю от этого полотна. И теперь петлю от клубка. Завершили. Дальше будем вязать в обратную сторону. Опять до маркера довязываем. До вот этой петли. Начиная со второй петли. Всю вот эту оставляем. Следующую провязываем. Дошла до центральной петли. Заводим ее на палец. Далее следующую от полотна. И теперь петлю от клубка. Провязали убавку. Теперь, начиная со второй петли, вяжем. Доходим до центральной петли желтого маркера. Надеваем эту петлю. Далее следующую.
и петлю от клубка. Заводим. И теперь делаем такие убавления до тех пор, пока у нас по вот этому открытому краю не останется 5 петель, а по этому краю остается 6. Теперь мы будем делать двойные убавки с двух сторон, а также по середине полотна. У меня сейчас пряжа находится с правой стороны, и вот здесь в конце ряда я сделала уже убавку, как обычно. И до этого мы с вами начинали вязать новый ряд, но с этого момента нам нужно будет делать убавку и в начале ряда. Берем опять петлю от свободного края и провязываем их вместе, то есть вытягиваем из них петлю от клубка. После чего провязываем одну петлю от полотна и делаем убавку уже на вот этой части. Для этого берем одну петлю, следующую, и из них вытягиваем петлю от клубка. То есть у нас получается убавка. Дальше вяжу первую, вторую, третью и четвертую петлю. Опять берем, но уже немного иначе, не первую и вторую петлю, а наоборот вторую и предыдущую. Опять надеваем на палец и берем петлю от клубка, вытягиваем, делаем таким образом убавление. Дальше провязываем одну петлю просто и делаем убавку в конце ряда. Начинаем новый ряд также с убавки. Берем петлю нашу центральную, следующую петлю от свободного края и провязываем их вместе. Дальше вяжем до следующей убавочной петли, то есть до вот этой. Опять берем убавочную петлю, петлю от полотна и провязываем их вместе. После чего эту же петлю опять надеваем на палец, берем следующую и провязываем их вместе, подхватывая петлю от клубка. Опять провязываем следующую петлю, после чего делаем убавку уже по нашему основному полотну. Берем первую петлю и вторую и провязываем их вместе. Далее 2 петли просто провязываем и делаем опять убавку, но берем сначала вторую петлю, а потом первую, как бы накладываем вторую на первую петлю и из них вытягиваем петлю от клубка. Дальше просто одну провязываем. И опять убавка в конце ряда. И убавка в начале ряда. Петлю от клубка берем. Дальше вяжем в эту сторону. И делаем убавление первое, то есть убавление в конце ряда, а вторая убавка в начале ряда. Последнюю петлю таким образом мы закрываем. Провязываем одну петлю и делаем убавку. Одну петлю накладываем на другую, первую на вторую. Из них вытягиваем. И сразу следующую убавку, наоборот, вторую накладываем на первую. Провязываем вместе. Дальше одну. И убавление. И еще одно убавление. Теперь нам также нужно пряжей обработать вот этот край и вот этот. Мы вот здесь сделали последнюю убавку и теперь находим
вот эту петлю, следующую. Из нее вытягиваем петлю от клубка. Дальше находим следующую петлю. И из нее вытягиваем петлю от клубка. То есть набираем по этому краю петли. И вот здесь дополнительно также вытягиваю петлю. Вот так должно получиться. Теперь обрезаем нить, оставляя несколько петель, и их распускаем. Все, этот край пока оставляем. Теперь берем нашу нить, также 2 петли обрезаем. И с другого края начинаем набирать петли. Нить здесь будет оставаться, мы ее закрепим потом. И дополнительно вот отсюда, где у нас получается завязка, также вытягиваю 1 петлю. Теперь нить от клубка обрезаем. Все кончики нужно будет закрепить. Теперь у нас получается по всему краю открытые петли. Нам нужно их закрыть. Мы находим первую петлю и заводим в нее следующую. Из этой петли вытягиваем следующую. И так до конца. А из последней петли вытягиваем нить. И выводим ее на изнаночную сторону. Теперь все эти нити нам нужно закрепить. Легче, конечно, это сделать с помощью иголки, но можно. Находим ниточку, заводим в нее оставшийся конец нити и делаем узелок. 1, 2. И хорошенько затягиваем. Далее нить начинаем прятать вот в этой косичке. Так нужно закрепить все нити. Ну а на этом сегодня все. Вот такой чепчик получился. Если ролик понравился, то не забывайте поддерживать его лайком и комментарием. До скорых встреч!